Первый подход я стараюсь максимально широким хватом опробовать все движения для того, чтобы размялись локти, суставы. Причем суставы не только плечевые, но и кистевые. В любой фазе с маленьким весом они будут подвержены уже нагрузке и понимать, насколько в хорошем состоянии я сегодня, да, и насколько они готовы. Если у меня дискомфорт в любом положении, меня иной раз спрашивают, для чего я это делаю. Именно для этого. Понять, даже в таком формате, если я давлю на маленьком весе гриф 20 килограмм, испытываю ли я дискомфортное ощущение или не испытываю. Тянет ли у меня грудь, беспокоит ли меня травма, насколько готовы плечи. Для этого и существует первый подход с маленьким весом. Вы максимально делаете, прожимаетесь. Да, то, что я сейчас, конечно, говорю, вам объясняю, это неправильно. Причем при этом еще нужно правильно дышать. Вдох-выдох. Задавать вот этот темп первого упражнения. В первую очередь очень важен мост в жиме лежа. Это упор в ноги полностью во всю ступню. Значит, опираемся на лопаточки во всю ступню. Это нам даст, мы должны задействовать максимальное количество мышц, поэтому движение вниз идет, как заряжаемся мы, сводим лопатки. И, соответственно, движение вверх идет по команде, да, чтобы работала и спина, и плечо, и трицепс, и грудь. Максимальное количество мышц включаем в работу и максимальную скорость при работе это. Локти я подгибаю чуть под себя, опускаю под грудь, и движение вверх идет более резкое. В пауэрлифтинге важно поднять максимальное количество, максимальный вес на одно повторение. Соответственно, он это не просто идет бездумное поднимание, а действуется по команде, точнее с паузой на груди, что отнимает огромное количество сил. И, соответственно, в пауэрлифтинге все делаются 3 подхода по одному разу. Это максимальный твой вес, который ты можешь выжать. Для этого мы пытаемся включить максимальное количество сил, энергии и максимальное количество наших мышечных волокон для того, чтобы поднять этот вес на один раз. Я вот хочу еще добавить разницу между тем, как это делают ребята, которые жмут на результат. Они пытаются всем телом, работают ноги, работает все. То есть нужно знать, понимать, как пятки стоят. Нужно не оторвать таз от скамейки, да, и включить все тело для того, чтобы пожать, даже спиной больше жмут. Наша же техника качковская заключается в обратном. Мы должны расслабить все группы мышц по максимуму и концентрироваться только на груди. Поэтому если у Вани мост ему помогает выжить, то наша задача наоборот, чтобы спина лежала плоскость в плоскости на всей скамейке. Для этого, иной раз те, которые могут уже концентрироваться, ребята, я советую наоборот ноги поднимать для того, чтобы полностью позвоночник положить на скамейку. Пробуем. Еще одна большая разница. Саша в бодибилдинге опускает высоко штангу. В пауэрлифтинге же штанга, наоборот, локти поджимаются под себя и опускается под грудь. Для того, чтобы задействовать плечо и трицепс максимально. И у Вани нету такого хода плечей. Его задача создать минимальную амплитуду для касания, поэтому он грудь упячивает навстречу штанге, да, для того, чтобы коснуться. И потом его задача просто выпрямить руки. Как только локоть выпрямляется до конца, вес засчитан, сделать это равномерно. Нам, бодибилдерам, совершенно противоположно. Наша задача наоборот, сделать максимальную растяжку, как можно ниже опустить, создать ход плечей, чтобы грудь начала работать. И дожать до того момента, не выпрямляя локоть, чтобы не включать трицепс, а оставить напряжение на груди. Вот ключевая разница. Вань, есть что дополнить? Да, еще в жиме, в бодибилдинге траектория идет, соответственно, локти в сторону, траектория идет по прямой.
в пауэрлифтинге для того, чтобы максимально движение началось с лопаток. Мы, точнее, заряжаемся, сводим лопатки вместе, отсюда стреляем не по прямой траектории, тогда будет большой радиус, а чуть-чуть переводим эту штангу на глаза. Соответственно, включаем дополнительно плечи, трицепс, что дает более быстрый выход штанги в ключевую позицию финальную. И, соответственно, как бы нам помогает выжать больше веса. То есть сначала, получается, заход идет от того, что сначала стартует спина, правильно? Да, стартуем чуть-чуть со спины. добиваем, грубо говоря, руками, плечами, и плюсом еще помогает передняя дель.